Облегчаю себе жизнь на кухне. Замораживаю зажарку для супов и борщей впрок. Сегодня заготавливаю самую обычную зажарку для супов из лука и моркови. Также сюда можно добавить и сладкий перец, и помидоры, и томат, и зелень. У меня приблизительно одинаковое по весу количество репчатого лука и моркови. Лук нарезаю, а морковь натираю на терке. А если заготавливаю много, то использую комбайн или прошу мужа натереть на терке. Заготавливаю в любое время года по необходимости. Закончилось, делаю снова. На сковороду с растительным маслом отправляю репчатый лук и сразу перемешиваю. Так репчатый лук равномернее и быстрее приготовится. А вы на канале готовим с вами вместе. Чтобы процесс приготовления пошел быстрее, накрываю крышкой. Не забываю периодически перемешивать, чтобы лук не подгорел. Готовлю на среднем огне. Если надо, еще добавляю растительного масла. Вот лук уже начал становиться золотистым. Перемешиваю и добавляю подготовленную натертую морковь. Распределяю ровным слоем, накрываю крышкой и пусть морковь прогреется. Через 2-3 минутки открываю и перемешиваю все вместе. Можно зажарку готовить под крышкой, тогда она получится более тушеная. А если без крышки, то более поджаристая. А я начинаю готовить под крышкой, а вторую половину готовки без крышки. Вот зажарка готова. Изначально лука и моркови я брала приблизительно на 6 зажарок, на 6 супов. Поэтому готовую зажарку делю на 6 частей. Супы я варю в небольшой кастрюльке, всегда 2-2,5 литра. Теперь у дна небольших кулечков подписываю, что это зажарка и когда приготовлена. Беру соответствующее количество кулечков, 6 штук. И зажарку, которая соответствует одному супу, укладываю в кулечек. Так зажарка у меня упакована порционно на 1 раз. Максимально выдавливаю воздух, закручиваю кулечек и распределяю зажарку так, чтобы надпись была сверху. И в таком виде отправляю в морозилку. Лучше замораживать при температуре минус 18 градусов и ниже. Зажарку для приготовления супа заранее достаю из морозилки. Минут через 10 она оттаивает и легко выходит из кулечка. В суп добавляю на самом последнем этапе, когда уже все готово. Секунд за 20 она размораживается в супе, затем даю закипеть супу вместе с зажаркой и можно выключать. А если забываю заранее достать зажарку, то можно ускорить процесс размораживания. Можно кулечек с замороженной зажаркой подержать прямо под краном под холодной водой, буквально пару секунд. И зажарка легко выйдет из кулечка прямо в кастрюльку. Заранее замороженная приготовленная зажарка очень экономит время на кухне и облегчает жизнь. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Спасибо за лайки и комментарии. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!